Привет, друзья! В прошлом видео мы говорили о подагре, заболевании, связанном с образом жизни и приводящем к развитию повреждения наших суставов. В частности, мы обсуждали, какие же продукты стоит ограничить в рационе, чтобы снизить риск развития подагры или улучшить ее течение для тех, кто уже страдает данным заболеванием. Для тех, кто не успел посмотреть это видео или по каким-то причинам пропустил, обязательно посмотрите. Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить выпуски новых видео. А те, кто еще не подписан на канал, обязательно подпишитесь и поддержите лайком. А сегодня мы поговорим о продуктах, которые наоборот нужно внести в рацион, обогатить наш рацион для профилактики развития подагры или улучшения ее течения, если вы уже страдаете данным заболеванием. Первый продукт – это вишня. Действительно, она изучалась на предмет благоприятного влияния на профилактику и лечение подагры. Дело в том, что вот этот темно-красный насыщенный ее цвет придают природные соединения антоцианы, известные своей антиоксидантной и противовоспалительной активностью. Так вот, исследования отмечают, что потребление вишни благоприятно сказывается на снижении концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови. А как мы знаем, подагра – это заболевание, связанное с длительно высоким уровнем мочевой кислоты в сыворотке крови. Так что, друзья, те, кто любит вишню, пожалуйста, это продукт для вас. Я, честно, не очень люблю. Поэтому идем дальше. И следующая группа – это продукты с высоким содержанием витамина С. Витамин С известен всем нам своей антиоксидантной активностью, но мало кто знает о его благоприятном влиянии на риск развития подагры и ее течения. Дело в том, что есть много проспективных, рандомизированных, контролируемых клинических исследований, которые говорят о том, что использование витамина С умеренно или значимо снижает риск развития подагры. Какие продукты у нас содержат высокие концентрации витамина С? Это вишня, о которой мы ранее говорили, а также цитрусовые, лимоны, апельсины, грейпфрут. Но с грейпфрутом нужно быть очень осторожным, особенно для тех, кто регулярно принимает какие-либо лекарственные препараты. Ну, о нем мы поговорим в каком-нибудь другом выпуске. Также продукты с высоким содержанием витамина С – это шпинат, клубника, сладкий перец, помидоры и так далее. Но будьте внимательны, дополнительный прием витамина С опасен для тех, у кого высокий риск камнеобразования в почках. Поэтому вам нужно обязательно получить консультацию специалиста. Дальше, друзья, есть очень интересные наблюдения о влиянии кофе на риск развития подагры. Дело в том, что некоторые исследования показывают, что особенно вот мужчины, регулярно употребляющие натуральный кофе, имеют гораздо больше шансов не заболеть подагрой, нежели чем женщины. Вот такие интересные наблюдения. Но это пока еще исследование, то есть достоверность невысока. Следующее. Обязательно обогатите свой рацион любыми фруктами и овощами, растительной клетчаткой. Также ваш рацион должен быть богат цельнозерновыми продуктами. Например, овес, бурый рис, гречка. То есть это не должны быть там овсяные хлопья или пропаренная гречка, или белый шлифованный рис. Это должен быть цельный овес, желательно бурый рис, который сохраняет свою оболочку. Именно в оболочке это что? Клетчатка, витамины группы В, минералы и так далее. И гречка. Не пропаренная темная коричневая гречка, а гречка зеленая. Также, друзья, обязательно обогатите свой рацион орехами. Старайтесь ежедневно употреблять грецкий орех, миндаль, фундук. И в вашем рационе должно быть растительное нерафинированное масло. Старайтесь заменять сливочные или какие-то жиры, которые вы используете, животные, на растительное масло. Например, сварили вы кашу, но добавьте вместо сливочного туда растительное, там оливковое, кунжутное масло. Но обязательно в теплый продукт, не горячий. Не лейте на сковородку масло. Старайтесь, если что-то жарите, готовьте на сухой сковороде, которая не пригорает, без масла.
Также, если вы любите молочные продукты, то старайтесь употреблять с минимальным содержанием жира, не более 1,5%. Это тоже защитит ваши суставы от развития подагры. Ведите здоровый образ жизни. Очень важно контролировать свой вес, потому что снижение массы тела благоприятно сказывается как на течение и развитие сердечно-сосудистых, нейроэндокринных заболеваний, так и на риск развития подагры. В общем, комплексно здоровый образ жизни значимо защитит вас от развития подагры. Будьте здоровы, у кого есть какие-то вопросы, обязательно задавайте в комментариях их, я постараюсь по возможности отвечать на них. Всем хорошего дня и до новых встреч!